Hello and welcome on Watches TV, and today we will share a rather long video with you that was shot actually during the last Geneva Watch Days and dedicated to our friend Konstantin Chaikin, who came up with an incredible timepiece setting a new record. A piece developed only in 18 months, that's quite astonishing. The video is in Russian, but you'll understand everything. Enjoy, it's crazy. So, Константин, поздравляю с рекордом. Расскажите про часы. Вообще, как пришла идея создать тонкие часы и как они, за сколько они были созданы? Большое спасибо за вопрос. Ну, вообще, для меня сейчас очень волнительный момент, потому что, правда, очень много внимания к этому. Я на самом деле не ожидал, что будет такой феноменальный отклик от всех, и много поздравлений. То есть это очень приятно, поэтому спасибо, что, скажем так, откликнулись на мой маленький в 0,05 миллиметра вклад в эту необычную гонку. Впервые с самыми тонкими часами я столкнулся около 20 лет назад, когда мне в руки попался механизм женевского мастера производства 1850-х годов, Галей Лерёш, и у меня была возможность его подержать в руках, даже мне предлагали его купить за 1500 евро. Это был механизм толщиной 1 мм, и он был с цилиндровым ходом, то есть для часовщиков, которые знают, как это работает, понимают, насколько было сложно в то время это создать. И для меня было действительно большое впечатление, тем более, что я начинал как раз в то время как мастер часовой, я сделал уже свой первый турбион, и подержав в руках вот эту незабываемую вещь, я, конечно, впечатлился. Тем более, что для меня тогда был, в общем, открыт весь часовой мир 20 лет назад, и я уже побывал на выставке Бреге в Эрмитаже, которая проходила, и посмотрел, что действительно 150-200 лет назад, не имея современных станков ЩПУ, оборудования, суперпрограмм, которые помогают при вычислении и моделировании, делать такие бесподобные вещи. После этого, в общем, все, что я, наверное, на протяжении 20 лет делал, это постоянно какие-то определенные вызовы и с точки зрения сложной механики. Вы знаете, я очень люблю делать сложные часы, скажем, много рекордов в России, например, самые сложные настольные, наручные часы, которые были, например, сделаны в прошлом году, это часы «Звездочет», которые имеют 17 функций. И в целом, когда ты создаешь сложные часы, именно наручные, где они имеют ограниченное пространство, ты всегда сталкиваешься с очень похожими проблемами, связанными с тем, что корпус – это некая закрытая структура, куда тебе необходимо установить большое количество различных функций. Для меня это тоже был работа над звездочетом, тоже была большим вызовом с точки зрения ограниченного пространства. А если возвращаться к вот этим часам, тут вполне ограниченное пространство, 16,5 миллиметров. Да, 1,65 миллиметров. И здесь, когда я делал свои часы звездочеты, показал эскизы, разработку одному моему клиенту, около 1,5 лет назад, и он сказал: да, это очень круто, сложные часы, это вообще замечательно, они могут быть очень сложными или самыми сложными, но, на мой взгляд, гораздо сложнее сделать тонкие часы. Я на тот момент задумался, и на самом деле принял его вызов, то есть клиент не заказал эти часы, мы делали, в общем, сами из соображения вообще возможности изготовления подобного технического решения. И я же изобретатель, то есть у меня достаточно много изобретений. Сейчас на самом деле получено 97 патентов на изобретение. Это существенный, я считаю, существенный вклад в часовую индустрию. И я как изобретатель начал думать, как вообще решить эту задачу, потому что понятно, мы имеем ограниченную высоту, мы имеем проблемы с прочностью корпуса, и много сопутствующих задач. Скажем, около 1,5 лет назад начал работать над реализацией, даже не на реализации, а над возможностью вообще, можно это сделать или нет, можно ли сделать тоньше тонкого. И понимая, что есть определенные проблемы с высотой механизма, они, как правило, заключаются в двух основных элементах в часовом механизме, которые препятствуют уменьшению толщины. Это узел барабана, где
Барабан состоит там из крышек барабана, там мостов, платины, пружинок, которые находятся внутри. Сверху, как правило, находится механизм для завода, ну, барабан с механизмом завода. И предстояло решить вообще как этот узел уменьшить. Это тоже патент, насколько я знаю. Да, совершенно верно. И я придумал узел, то есть избавиться вообще от крышек барабана, да, отказаться от них и интегрировать весь заводной механизм, который добавляет толщины вовнутрь заводного вала. То есть такое было сделано впервые. И, в общем, решение пришло, конечно, не быстро, вот, и более того, мне понадобилось там сделать тоже прототип в пластике, потом в металле для того, чтобы проверить работоспособность этого решения. Ну и на самом деле, как удивительно, это заработало, да, поэтому это был там первый маленький шажок для достижения такой цели. Второе, это, конечно, узел баланса, потому что практически вот во всех тонких часах или во всех часах узел баланса и ось баланса занимает максимальную высоту. И поскольку вообще узел баланса это некая елка, да, на которой надеты несколько элементов, такие как волосок, балансовое колесо, двойной ролик, состоящий из нескольких элементов, импульсный камень. То есть мне предстояло как-то разобраться, вообще можно это сделать тоньше или нет. Из традиционных решений, которые есть, то есть у нас изобретатель, да, то есть я использовал как бы один из основных там изобретательских приемов, то есть, ну, разделить как бы это на несколько частей, вот, и сделать, разложить это по плоскости, да. Ну, здесь Есть слона по частям. можно сказать и так, да, то есть я вот эту елку разложил на две части, то есть двойной ролик с одной стороны, как бы узел баланса с другой стороны, и соединив вот это взаимодействие с помощью зубчатого зацепления. Ну, непонятно было, как это работает, потому что, ну, понятно, что любое зубчатое взаимодействие зубчатых колес, это там потеря коэффициента полезного действия происходит при этом. Вот. Ну и предстояла, соответственно, длительная работа по вообще пониманию, будет это работать или нет. То есть большое количество тоже прототипов, расчетов для этого понадобилось. Вот. Но в итоге к весне этого года был готов первый прототип с немножко другим соотношением, передаточного отношения между балансом и двойным роликом. И я привез этот прототип, конечно же, на выставку Watch and Wonders. Вот, он был все-таки сделан, и я туда привез. Вот. Но поскольку пошли новости от больших брендов о том, что они выпустили одни часы и другие. Там были рекорды. Да, я, скажем, ну, можно сказать так, постеснялся, да, показывать то, что есть, поэтому совсем узкий круг там друзей и журналистов смогли увидеть этот прототип. И я, в общем, подумал, что надо все это довести до нормального рабочего состояния, чтобы прототип там работал, и привести его позже на выставку Женева Watch Days. То есть это был осмысленный шаг. Я не стал, скажем, никому портить праздник, назовем это так. Вот, поэтому, скажем, мне оставалось несколько месяцев для того, чтобы это все довести до приемлемого внешнего вида и привезти сюда. Вот такая история. Ну, на самом деле это огромная работа, потому что из дополнительных, да, элементов, то есть мы придумали специальный ремешок, то есть вообще все клиенты, которые сейчас надевают их на руку, они говорят, это вторая кожа, потому что вообще они не чувствуют часа на руке. Вот, это обеспечивается за счет очень тонкого ремешка, малого веса корпуса, он весит всего лишь 13 грамм. Но это не титан. Весит 13 грамм. Да, не титан, это специальная закаленная сталь, то есть я, насколько знаю, в часах именно закалка нержавеющей стали, она не применялась именно с высокой твердостью, то есть твердость сейчас 56 единиц по оракулу, и это достаточно, я бы сказал, прочно для того, чтобы вот, во время эксплуатации этого было достаточно. Но, скажем так, я буду планировать и планирую сейчас, и работаю дальше над изменением материала корпуса, потому что есть пути для того, чтобы повысить прочность корпуса. Не только за счет ремешка, да, который за счет упругих или нескольких упругих элементов позволяют принять нагрузку на сам ремешок, но и за счет работы над корпусом. Вот. И еще один момент, я его хочу представить. Да, то есть мы
к следующей выставке весенней, которая будет, представим внешний корпус, который уже разработан. Он будет дополнительно к этим часам прикладываться, будет как вот некий симпатик, да, от знаменитого мастера Бриге, который бы обеспечивал автоматический завод этих часов, внешний корпус, и обеспечивал там более комфортную, традиционную, я бы сказал, для часового дела способ завода с помощью заводной головки. То есть заводить, переводить можно будет не как ключом в этих часах, а с помощью заводной головки, которая будет делать, наверное, более комфортно, более традиционно, я бы сказал. Сколько по времени разработка вообще вот этого механизма от и до? Знаете, очень быстро, да, то есть я вам сказал, там 1,5 года я начал, но там большая часть была, ну, на самом деле самая важная часть, то есть здесь деталей не так много, чуть больше 200. Можно сказать, половина часов синема, да, гораздо меньше, но самая длительная работа, эта работа была над большим количеством различных прототипов, поисков инновационных, инженерных, изобретательских решений, вот она заняла там около года, вот. Ну и потом изготовление там уже финального прототипа, ну и самое сложное, что я хотел отметить, наверное, это лично моя работа, потому что часы эти собирал лично своими руками. Там делал мелкоузловую, там финальную сборку, доводку всех элементов, потому что у тонких часов есть свои особенности именно при доводке, при сборке, потому что даже с использованием высокотехнологичного оборудования есть такие моменты, как зазоры в камнях, да, то есть чем меньше расстояние между опорами, тем выше требования к точности изготовления деталей, выше требований к плоскости колес, очень маленькая толщина этих деталей должна быть. И мне приходилось там каждую цапфу, да, там, каждую ось подгонять под каждый камень в этих часах, да, и, соответственно, вручную регулировать положение камней с помощью микрометра. То есть я такое делал впервые. И лично для меня, как для инженера, как изобретателя, как для часовщика, это огромный вызов и совершенно новые, скажем, неизведанные глубины возможностей и своих возможностей как инженера, ну и для, наверное, серьезный вклад, на мой взгляд, вообще, может быть, в часовую индустрию, потому что много нового и интересного вот вкладом в этих часах можно сделать. Нет предела совершенства. Для многих вообще механические часы это ортодоксальный продукт, да, его применение часов механических, ну, с одной стороны, как бы для многих, ну, является там ортодоксальным, устаревшим, но вы обратите внимание, выдается же в год там сотни, может быть, тысячи патентов на новые изобретения, которые, ну, делают определенный вклад, может быть, не только в часовую отрасль, но вообще в инженерию, микромеханику, которая потом будет применяться везде. И здесь поиск же конкретно с этими часами, это же, ну, совершенно новая область, да, потому что требуются новые материалы, новый подход к размерам. Да, вот похожие проблемы решаются в MEMS-технологиях, да, в интегральных микросхемах. Поэтому я считаю, что это интересный вызов, наверное, там для меня и для участников индустрии, для того, чтобы разрабатывать новое и, в общем, чтобы там серое вещество в голове не застаивалось. Да, это точно. И пару слов, может быть, про новые Cinema часы. Да, но это вот тоже необычные, скажем так, ну, первые часы Cinema нами были показаны в 2013 году, 11 лет назад на выставке в Базеле. И после этого, на выставке Базеля, после этого мы, в общем, не возвращались к переизданию этих часов, то есть делали уникальные экземпляры, где менялся форма корпуса, вот, но это часы, сделанные для клиента, где, скажем, ну, помимо такого необычного циферблата, ну, я считаю, что очень красивый цвет и компоновка элементов и цветов подобрана очень долго, на самом деле, правильно. Вот. Новый персонаж – это бегущий лев. Эволюция этих часов какая будет? Ну, сейчас они уже немножко эволюционировали, то есть не только механизм, в общем, остался тот же, но уменьшился размер корпуса на миллиметр по высоте, что тоже очень важно, потому что, ну, в общем, они достаточно большие. Следующий мы хотим представить в следующем году их в круглом корпусе и в уменьшенном толщине. План сделать 43 миллиметра, то есть уже плюс-минус комфортный для большинства покупателей размер корпуса. Круглый и вот 43 миллиметра. Спасибо большое. Надеемся увидеть вас на Watches and Wonders в следующем году. Да, я надеюсь, что все будет хорошо. Well, I hope you enjoyed this video and that now you know everything about this astonishing piece. And so let's go for some kind of different Viva watchmaking ceremony with the
Viva creative and out-of-the-box thinking watchmaking! See you soon.